Уважаемые коллеги, дамы и господа, сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Здесь присутствуют чрезвычайные и полномочные послы 28 государств. Все вы можете рассчитывать, уважаемые коллеги, на содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны российского бизнеса, политических и общественных кругов. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была успешной. Ведь на вас возложена важная и ответственная миссия – вплотную заниматься отношениями между представляемыми вами государствами и Россией, решать самые разные, в том числе и непростые вопросы политического, экономического, гуманитарного характера. Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений. Россия активно участвует в международной жизни, проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и заметным событием в мировом политическом календаре. Россия со всей ответственностью подошла к выполнению обязанностей председателя БРИКС. В течение года проведено более 200 мероприятий на высшем, министерском и экспертном уровнях по линии деловых, парламентских и общественных кругов. Причем на нас была возложена серьезная задача обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС, которые присоединились к объединению в начале этого года. Надо отметить, что они действительно быстро и органично влились в общие усилия, принимали заинтересованное участие в форумах, выдвигали полезные перспективные идеи и инициативы. На деле смогли почувствовать, что сотрудничество в БРИКС, которое выстраивается на основе взаимного уважения и обязательного учета интересов друг друга, приносит им конкретные, осязаемые результаты. Также была продолжена традиция проведения в рамках саммитов объединения специального совместного заседания с друзьями и партнерами БРИКС из числа государств глобального Юга и Востока в формате Outreach BRICS+. В этот раз по приглашению российского председательства в нем приняли участие лидеры стран Содружества независимых государств, а также руководители стран Азии, Африки, Латинской Америки, в том числе возглавлявшие в настоящее время ряд ключевых региональных структур. Всего в Казань приехали делегации 35 стран и 6 международных организаций. Столь широкая география свидетельствует об интересе к деятельности БРИКС и к налаживанию взаимодействия с нашим объединением со стороны государств, проводящих подлинно независимую, суверенную политику. У каждого из них свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций и моделей развития, несомненно, кроется сила и притягательный, огромный потенциал притягательный БРИКС. Роль объединения в международных делах, его авторитет продолжают укрепляться. Стратегическое видение участников БРИКС будущего многополярного мира, отвечающего чаяниям стран мирового большинства, зафиксировано в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. Значимым итогом Казанского саммита стало учреждение новой категории государств-партнеров. Согласован и список потенциальных стран-кандидатов.
которым российское председательство направит соответствующее приглашение. По получении положительной реакции этим странам будет предоставлен статус партнеров БРИКС. На саммите, естественно, рассматривалось и непростое положение дел в мире, тревожные тенденции к обострению застарелых конфликтов и появлению новых. В том числе шла речь и об Украине. И, конечно, о резко деградировавшей обстановке на Ближнем Востоке, которую обстоятельно обсудили на заседании Outreach BRICS+. Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, а об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла. Взятый рядом западных государств, по сути, враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочен. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает или не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа. Хотел бы выразить надежду, что в ходе своей работы в России вы, уважаемые дамы и господа, уважаемые послы, будете способствовать тому, чтобы в столицах представляемых вами государств формировался более объективный и непредвзятый взгляд на нашу страну и ее политику. Уважаемые дамы и господа, в сегодняшней церемонии принимают участие послы Японии, Канады, Мальты, Албании, Новой Зеландии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Финляндии. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Между тем, Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает. Тем более, что история отношений ваших стран с Россией имеет глубокие корни, наполнена примерами обоюдовыгодного партнерства, взаимообогащающих культурных обменов, совместной работы по поиску решения острых международных и региональных проблем. Поскольку здесь присутствует посол государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе. И ключевым условием для восстановления мира в регионе является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. В этом зале и послы дружественных, настроенных на взаимодействие с нами Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Индии, Аргентины, Кении, Лаоса, Эфиопии, Нигера и Зимбабве. Сотрудничество России с этими странами носит многоплановый, взаимовыгодный, по-настоящему партнерский характер. Строится на основе уважения суверенных интересов друг друга. Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двухсторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования. В качестве примера приведу отношения России с Индией, которые вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства. Наши страны тесно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В ООН, Шанхайской организации сотрудничества, группе 20 и, разумеется, в БРИКС.
Все это отчетливо подтвердили мои содержательные переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди в Казани. Пользуясь присутствием здесь многочисленной группы африканских послов, не могу не отметить, что на этой неделе в Сочи в развитии решений прошлогоднего саммита «Россия-Африка» пройдет первый министерский форум российско-африканского партнерства. Исходим из того, что на нем будут обсуждаться совместные планы дальнейшего расширения связи России с государствами континента. А эти связи сейчас действительно успешно развиваются, принося взаимную пользу всем нашим странам, содействуя экономическому и социальному росту, повышению благосостояния людей. Безусловно, мог бы в таком же позитивном ключе охарактеризовать и отношения с каждой из представленных на этой церемонии дружественных нам стран Азии и Латинской Америки. И, конечно, рад видеть здесь послов Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана. Эти государства являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России. С их лидерами мы встречались совсем недавно, в октябре, в Москве, в ходе саммита СНГ. Еще по традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу. А в 2025 году совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вклад в достижение которой внесли народы всех государств Содружества. Обращаясь к послу Беларуси, хотел бы особо подчеркнуть, что в последнее время братские российско-белорусские отношения приобрели действительно высокую динамику. Кстати, в декабре исполняется 25 лет со дня подписания договора о создании союзного государства. И в Минске пройдет приуроченный к этому юбилею пройдет заседание Высшего Государственного Совета союзного государства. Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов. Вместе с Киргизией недавно отметили столетие образования Каракиргизской автономной области в составе РСФСР. Именно тогда, по сути, было положено начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования, а затем и суверенного, независимого киргизского государства, с которым нас связывают подлинно союзнические отношения. В том же духе выстраивается наше сотрудничество с Арменией и Азербайджаном. Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе. Уважаемые дамы и господа, в завершение хотел бы пожелать всем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, в выполнении столь важной дипломатической миссии. Надеюсь, что от пребывания и работы в России у вас останутся благоприятные впечатления. Я желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас за внимание. Успешной работы. Спасибо большое. Всего хорошего.